Город Зеленоград. 15-й микрорайон. Михайловский пруд – всеми излюбленное место для прогулок. На самом видном месте расположен памятник человеку, задумчиво сидящему на скамейке. Наверняка ты видел его, возвращаясь домой из школы. А возможно, даже присаживался рядом. На его лице застыла улыбка. Вместе с нами он любуется видом на город. Однако, будь этот человек жив, именно на этом самом месте он должен был бы в ужасе схватиться за голову. Так кто же он? И что бы его так испугало? На Яндекс.Картах этот памятник отмечен просто как архитектор, хотя статуя изображает конкретного человека. Игорь Александрович Покровский действительно был архитектором. Да не абы каким, а главным по Зеленограду. Хрущевская оттепель. Эпоха новых надежд. Эпоха новых поисков. В сфере искусства идет борьба с архитектурными излишествами. Долой тяжеловесный сталинский ампир. Даешь хрущевке и эксперимент. Одним из подобных экспериментов должен был стать город Зеленоград, строительство коего началось в 1958 году. Зеленоград строился как передовой научно-технический центр, сотрудники которого жили бы в микрорайонах, больше похожих на райский сад, чем на город. А еще надо было как-то разгрузить Москву. Действительно, Москва сильно перенаселена. В 1964 году на помощь местным строителям прибывает Игорь Покровский. Он занимает пост главного архитектора. В его задачу входит проектирование плана города в целом, а не разработка каждой отдельной постройки. Используя одни только типовые здания, Покровский расположил их таким образом, что получился индивидуальный городской пейзаж. Тем не менее, несколько зданий Зеленограда являются его авторскими проектами. Среди них научный центр на Озерной улице, Дом творчества на площади Колумба, Дворец культуры у Парка Победы и монумент Штыки. Когда мы с вами работали, вы меньше всего думали о том, что мы художники. А сегодня оговорились случайно, сказали, что мы художники. Да. Вот об этом мне хочется поговорить. Пожалуйста. Дело в том, что вот вместе с коллегами, это они представляют не весь наш коллектив. Раньше вы вас называли выдумщики. Выдумщики. Ну, действительно, в течение этих лет наш коллектив занимался проектированием города. С самого начала и до самого конца. И действительно, это было на голом месте. Это большое счастье. Я не знаю, многим ли архитекторам в жизни своей, на протяжении всего истории человечества, приходилось на своем веку построить город такого размера. А это фактически областной город. Что касается будущего года, то, во-первых, Зеленоград строится. И строительство будет продолжаться. К 80-м годам Зеленоград разросся настолько, что появилась необходимость строить и по ту сторону железной дороги. Там, где сейчас находится район Крюково, или, как его еще называют, Новый город. Градообразующим предприятием должен был стать Центр информатики и электроники. Покровский вместе с коллегами увлеченно работает над проектом. Целыми днями они питаются одними бутербродами, почти не спят. А перед глазами у них одни только чертежи, чертежи, чертежи. Хочу, чтобы все, что придумано человечеством для удобной жизни, чтобы все было сконцентрировано в этом квартале. Вот что Покровский рассказал журналистам газеты «Вечерняя Москва» в ноябре 1987 года. Сейчас приступили к разработке проектов еще нескольких микрорайонов, где поселится около 100 тысяч человек. Но это не будет обособленный от существующего жилого массива район. Архитекторы видят старый и новый город как одно целое. Автомобильная эстакада над железной дорогой должна соединить оба крупных района массовой застройки. Появится свое бульварное кольцо, которое соединится с парками старого города. А затем наступили 90-е. Рухнула империя зла. Восторжествовали права человека, свобода слова и творчества. Проекту Покровского не дали хода.
В результате Новое Крюково ничем не отличается от других спальных районов Москвы. Центр информатики и электроники так никогда и не будет построен. «Это трагедия!» — воскликнул однажды Игорь Александрович в присутствии друга. Единственные два проекта, реализованные Игорем Покровским в Новом Крюково: необычные башни в 18-м микрорайоне и церковь Сергия Радонежского в 16-м. В дальнейшем площадки и водоема Крюкова неоднократно благоустраивали. В конце нулевых в ходе одной из подобных программ вдоль Михайловского пруда установили памятники, посвященные легендарным жителям Зеленограда. Скульптура «Архитектор» авторства Сергея Монцарева посвящена Игорю Покровскому. По иронии судьбы, памятник главному архитектору Зеленограда установили именно в том районе, который ему не дали застроить и с которым связано одно из главных разочарований его жизни. Быть может, в этом есть смысл. Нельзя ли истолковать наличие памятника именно здесь призывом к нам, к потомкам, бережно относиться к своему городу и по возможности исправить ошибки прошлого? Давайте подумаем над этим.